Мое почтение всем аквариумистам. Покажу вам 100-литровый, 200-литровый аквариум. Какие изменения за неделю произошли. Кто смотрел предыдущий ролик про 100-литровый аквариум, могут заметить, что в центре аквариума я убрал растения. Так сказать, пожиже сделал. Приходится снимать двумя кадрами, сперва левую сторону, потом правую. Здесь я вам справа показываю трипартиту растения. Это растение было при прополке из теплички, находится уже 2 месяца здесь. Состояние растения вы видите сами. Из теплички растения приживаются очень неплохо. Также состояние растения – это папоротник таиландский узколистый, попробовал показать вам поближе, подается углекислота. Ну и обязательно показать креветок надо. Аквариум только с креветками, и один водорослиед живет здесь, которого постоянно не увидишь. Появляется крайне редко. Такой вот он стеснительный. Середина аквариума, тут папоротники в основном, все забываю, как в центре вот этот папоротник называется. Также видите состояние растений. Захотел показать почему, кто смотрел предыдущий ролик. Я там объяснял про папоротник Венделова, что обрывал его. Ну вот вы видите за неделю, какие листья хорошие и красивые наросли. Так что стригем его, не стесняемся, они быстро вырастают. Ну, у меня так, по крайней мере. Так, что изменилось? Я поменял свет, опять перешел на лампы GX Polestar 3. Общая характеристика этих ламп. Температура света в кельвинах. 2 лампы по 6400 кельвинов и 1 лампа 4200 кельвинов. Мощность общая света 0,45 ватта на литр. Так, думаю, будет понятнее. Подмены воды оставил прежние, 30 литров за неделю. Меняю за 3 подхода, по 10 литров за раз. Также с удобрением. У меня тесты сейчас я не использую. И нитраты я уменьшил в 2 раза. То есть добавлял 4 кубика за раз, а сейчас вношу 2 кубика. Ну, это медицинские шприцы. Калий как вносил в том количестве, так и оставил. Фосфаты вношу мало. У меня здесь по фосфатам порядка 0,5-1 миллиграмм на литр в этом аквариуме. В центре там можете заметить микрантемоидис. Я оставил именно ему место разрастись. Ему было тесно. Вроде бы не капризное растение, но когда ему тесно, он у меня почему-то не шибко рос. Сейчас он потихоньку разрастается. Также постарался показать поближе лимнофилу ароматику и роталу макрандру. Так, ну и все вроде про 100-литровый аквариум. Пойдем на 200-литровый. 200-литровый аквариум. Здесь я тоже поменял свет. Здесь также лампы GX Polestar 3. Температура в кельвинах свечения 6400 кельвинов. И стоит 1 лампа 12 ватт с температурой свечения 4200 кельвинов. Поставил ради эксперимента ее, 1 лампу. Здесь будет прыгать немного яркость света. Не обращайте внимания, пожалуйста. При съемках приходится затемнять. Так, а сказал я нет про свет. Мощность света общая, также 0,45 на литр. Так, правую сторону снял поближе, там тоже из теплички было вырвано растение. И вот вы тут можете заметить, что попался отросточек лимнофила ароматики, также уже находится в аквариуме 2 месяца, и он дает рост даже не в грунте, а в толще воды. Здесь, кто смотрел предыдущий ролик по 200-литровому аквариуму, я показывал сильно заросший верх аквариума, задний фон. Была проведена большая прополка, много растений выкинуто, такие как щитолистник.
много было удалено растений, такие как ричия сильно разрослась, они просто я нещадно выкидываю, сколько могу поймать. Она у меня там разрастается очень хорошо. Даже шибко хорошо. Как я говорил, пытался от нее избавиться целый год, и ничего у меня не получилось. Но это для тех, кто хочет речью себе в аквариум поместить. Если вы ее себе поместите, вы от нее уже не избавитесь. Даже не помогают перезапуски. Полностью все растения достаются, потом опять все перебирается, и все равно вот одна-две ниточки как-то попадут, и опять она очень хорошо разрастается. Не жалуюсь, но просто предупреждаю, мало ли кому-то приспичит завести речью у себя. Также показать хочу ротала. Вот не знаю, какое название. Немножко нежно-розовый цвет, растение очень хорошо живет. Также в середине вы видите после прополки, хоть видно фон задний, также растение видно. Таиландские ускалистные общие папоротники балбитиса на заднем фоне. Здесь со съемку остановил. Так, а что у меня тут? А тут я не пойму, что. Здесь просто приближал растения поближе, чтобы вы смогли видеть общее состояние растений. Ну, в общем, постарался поближе снять. Так у меня выглядит Ледвигия рубин. Конечно, свет не такой сочный. Ну, а здесь что-то остановился со съемкой. Неоны вдруг собрались в кучку. Решил поснимать их. Также по левой стороне вы видите, что задний фон хоть видно, очень было жесткая прополка, много плавающих растений было удалено и выкинуто. Также левой стороне трипартита сверху, трипартита, которая она из теплицы, а снизу уже которая долго находится в этом аквариуме, ну, сравнить вы можете вид ее. Также папоротник здесь Пенделова, но здесь вот я ничего не обрезал, а, как бы сказать, здесь света мало ему. Скажем так, это в самом низу аквариума. До источника света порядка 60 сантиметров. Может быть, одна, не знаю я, про очернение этого папоротника Венделова, у меня они в хорошем состоянии, а догадки свои я, наверное, не буду говорить, почему он чернеет. Даже не обращайте внимания на свет, потому что приходится затемнять при съемке. Вроде бы и 0,45 на литр, вроде немного, общий свет 81 ватт на весь аквариум 200-литровый, а все равно свет надо убавлять. А также что, по удобрениям, калий также вношу в этом же количестве, как вносил, а нитраты здесь убавил порядка на 20%, то есть вносил 10 кубиков, ну, на 20% убрал, стал меньше нитратов добавлять. У меня тестов нет на нитраты, и я, честно говоря, побаиваюсь переизбытка нитрата. Фосфаты в этот аквариум вообще не вношу. Если мне надо, я просто беру Копинс корм, там этого добра навалом, и иногда кормлю им креветков, сыплю. И я отлично знаю, что от Копинса фосфаты очень сильно выделяются в воду. Ну, а излишки я делаю подмены воды. Так, в этом аквариуме сейчас 90 литров за неделю, также 3 заходами я понедельник, среда, пятница подмениваю по 30 литров воды. Как хотел бы сказать, этот аквариум вам аквариум, говорю, канал не обучающий, просто я показываю свои аквариумы и что делаю в них, какие параметры света, какие параметры воды. Кто будет писать комментарии, не ждите ответа, у меня нет обратной связи. Так, ну вот и все, рассказал про изменения, они все равно наступили, как получается поменял свет и немного убавил внесение удобрений. Всем удачи, добра, мира. Спасибо за просмотр.